Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей, и все гости моего канала. Сегодня я хочу показать вам максилярию вариабилис, ее цветение и рассказать несколько слов о том, как живет у меня это растение. Вот вы видите, она цветет. Ну, нельзя сказать, что это цветение какое-то прям шикарное, так сказать, захватывающий дух. Вот здесь вот еще один цветочек притаился. Вот, но это продолжение первого цветения этого растения. И, в общем, не могу не радоваться. Максилярий вообще это растение, приехавшее к нам из американского континента. Растут они там, на высотах от 500 метров над уровнем моря до 2500. И, соответственно, исходя из этих условий, это либо умеренно теплое, либо такое вот прохладное, умеренно прохладное содержание. Соответственно, температуры, которые там регистрируются, это температуры от даже нуля до 38 градусов, но это крайние температуры. Оптимум для выращивания максилярии это где-то в районе 22, 25, 27 градусов. Растения в основном эпифитные, в основном они растут у подножия деревьев. И то, как они растут, в общем-то, видно по самому растению. Вот видно, как бульбы, так, сейчас мы покажем, как бульбы карабкаются одна над одной. Как бы мне тут сфокусировать их. Вот, растут они одна над одной, растут они вверх, и растение таким образом завоевывает себе территорию. Корни у растения не имеют возможности запасать воду, но внизу, там, где она растет по подножию деревьев, всегда достаточно много влаги. Если даже ее и мало, то вечером бывает роса, и растение получает достаточно жидкости для того, чтобы развиваться, потому что веломена корни лишены. Соответственно, и в домашних условиях имеет смысл ее регулярно поливать, потому что иначе она с этим не справится. Где-то я читала, что показатель необходимости поливать это сморщивание бульб. Мне кажется, это уже какой-то ужас. Если растение не может запасать воду, то, в общем-то, добиваться сморщивания бульб, на мой взгляд, не очень хорошо. В природе так она не живет. Само по себе название максилярия произошло от формы цветочка. Да? Максилия – это челюсть. У нас с вами максилия – это верхняя челюсть, нижняя называется иначе. Вот говорят, что цветочек похож на челюсти насекомых, и это дало ему название. Наверное, действительно похож. Конкретно это растение приехало ко мне год назад, приехало несколькими бульбами. Очень быстро начало расти, вверх лезть. Я попыталась сделать ему вот здесь вот что-то из кокосового волокна и палочек обернуть, чтобы это было какой-то опорой, но никаких корней я в этом не увидела. Хотя, в общем, наверное, растение это поддержало. Из этой партии растения цвели у тех, кто их получил уже в прошлом году. Я рассчитывала, что вот сейчас. Потому что от основания бульб, из этих мест могут либо выходить цветоносы, либо новые ростики и новые бульбы. Видите, цветоносы, они короткие, несут они по одному цветочку. Я смотрела и ждала каждый такой рост, как сейчас, во что он трансформируется. В общем, растение активно росло, чем меня радовало, и я как-то расслабилась. Зиму, давай-ка мы сфокусируемся на тебе красивом. Зиму растение пережило достаточно хорошо, очень активно росло, хотя если почитать то, как оно должно было содержаться, это не совсем то, что было. Растение у меня жило на подоконнике для фаленопсисов. Это подоконник, на котором температуры обычно не снижаются даже в самые морозы ниже 15-16 градусов, то есть такой оптимум для умеренно прохладных растений. И оно стояло, далековато, может быть, от лампы, ближе к краю подоконника. Это у меня приличное расстояние, подоконник глубиной 70 сантиметров. Но активно поливалось. И зиму оно пережило, потому что основная проблема зимы, в общем-то, на этом подоконнике это не температура, а сухость, да, влажность иногда, когда на улице мороз падает, очень существенно.
до 20%, и я начинаю всячески бороться за эту влажность, ставить увлажнители, ставить банки, в которые ставлю керамические горшки, чтобы они отдавали воду. В общем, все вот это вот растение пережило. И летом выехала вот сюда вот на террасу. Вот стоит на подставочке, с 15 часов получает прямое солнце. И вот уже в июле оно откликнулось цветением, которое я заснять не успела, пока я думала, хорошее ли это цветение, много ли это, достойно ли это. Цветение закончилось. И потом вот где-то в начале августа я вдруг заметила один новый бутончик, уехала на 10 дней, вернулась, а их уже 3. Они очень быстро развиваются. Вот. Собственно, и у одного из блогеров я видела растение, которое живет не год, а 8 лет в этом доме. И это очень внушительный такой куст. И вот там цветение, конечно, значительно более впечатляющее, чем мое. И видно, как это должно быть. Потому что, ну вот бульба растет над бульбой, это все возвышается, возвышается, возвышается. И вот из новых вот этих вот, из бульб вырастают новые росты, да, и цветоносы. И на этом огромном растении это вот так вот по спирали идут цветочки. Очень впечатляюще, красиво. Ну вот у меня пока вот так вот. Мне это тоже нравится. Они пахнут. В интернете описывается максилярия тенуфолия, как имеющая кокосовый запах. Максилярия вариабилис описывается как шоколадный запах. Но мне сложно сказать, что это реальный шоколадный запах. Она ароматит, если туда засунуть нос к ней. Вот так, чтобы она останавливала, когда проходишь мимо, это нет. И сказать, что это вот прямо шоколад, вряд ли. Моя дочь это описала таким образом. Пахнет пылью, которая поднимает транспорт, когда ты идешь по деревенской дороге, а вокруг все цветет. Вот какой-то такой сложный аромат. В общем, растение мне показалось несложным в уходе. Поите его, любите его, и оно вас наградит вот таким вот очаровательным цветением. Спасибо большое за внимание. Надеюсь встретиться с вами снова.